Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Какие самые страшные ошибки можно совершить при покрытии цветом и как их избежать? Об этом в данном видео. Подписывайтесь на канал. Поехали! Я уже выполнила маникюр. Для того, чтобы цвет лег равномерно, без наплывов, нам нужно сделать идеальное выравнивание базой. Это первая ошибка – покрытие на неровную поверхность. Выравниваем, продемонстрирую камуфлирующей базой, чтобы было видно равномерность материала. Сначала тонко промазываю всю ногтевую пластину для увлажнения, чтобы материалу было куда растекаться. Набираю каплю, ставлю ее на наивысшую точку, на стрессовую зону и распределяю к свободному краю. Даю направление по бокам. Переворачиваю ноготь клиента и тонкой кистью формирую архитектуру. Поскольку свободный край у меня длинный, форма балерина, мне необходимо хорошо укрепить стрессовую зону, и объем материала у меня не маленький. Если блик идеальный, отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Теперь я готова приступить к покрытию цветом. Часто мне задают вопрос, стоит ли снимать липкий слой с базы. Существует мнение, что если снять липкость, то цвет будет скалываться. Но это не так. Конечно, бывают ситуации, когда несовместимы база и цвет, но это другая история. Почему я не рекомендую снимать липкость? Дисперсионный слой – это побочный продукт полимеризации, и часто при контакте он может вызвать аллергию, шелушение, зуд кожи. Ставьте пальчик вверх, если хотите увидеть полное видео про аллергию мастера. Собираем 5000 лайков. Так, в каком же случае можно снять липкость? Например, если к поверхности прилипли пылинки или ворсинки, а также если цветной гель-лак очень жидкий и быстро растекается в пазухе. Этот лайфхак будет актуален для мастеров-новичков, которые не привыкли быстро работать с цветом. Итак, вторая ошибка – это покрытие цветом на пыль или ворс. У вас уйдет немало времени, чтобы достать ворсинки из покрытия. А если оставить так, их не заметить, то они будут топорщиться. В целом будет смотреться некрасиво. Я использую безворсовые салфетки. Кстати, лайфхак – использовать полоски для депиляции. Они совсем не имеют ворс. Я их нарезаю по форме салфеток. Третья ошибка – набор большого количества материала на кисть. Цвет не нуждается в выравнивании и не имеет моделирующих свойств. При объемном нанесении материал не будет просыхать в лампе, а сморщится. Получится эффект пирожка с сырой начинкой. Четвертая ошибка – прерванный цикл полимеризации. Производите полную просушку. Уточните у производителя, в какой лампе и сколько по времени необходимо просушивать его цветной гель-лак. Скажите клиенту о том, что нельзя доставать руку из лампы во время просушки цвета. Ставь. Пятая ошибка – работа без опоры. Как и на других этапах маникюра, покрытия, без нее никуда. Не устаю повторять, что упор мизинцем или безымянным пальцем придает вашим движениям плавность, и покрытие будет ровным. Шестая ошибка – неверное положение кисти. Не приподнимайте ее высоко, иначе она как метла будет стаскивать весь цвет за собой.
Выполняйте движение параллельно ногтевой пластине. Седьмая – ошибки в технике. Если совершать короткие прерывистые движения, то равномерного покрытия не будет. Выполняем длинные движения от кутикулы до свободного края. Восьмая случается в том случае, когда базой покрыли не всю ногтевую пластину, сделали отступ от кутикулы, боковых сторон, а цветом покрыли на натуральный ноготь. Цвет лежит на ногте, у него нет нужной сцепки, образуются отслойки по периметру кутикулы. Ошибка будет далекая прокраска от кутикулы. Современные тенденции говорят нам о том, что цвет наносим как можно ближе к кутикуле, чтобы покрытие выглядело эстетично. Если для прокраски под кутикулу вы используете отдельную тонкую кисть, то следите за тем, чтобы не было заборчика. Даже при отрастании покрытие должно выглядеть аккуратным. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Но самая страшная ошибка – это затек. Враг номер один мастера при покрытии ногтей цветом. Во-первых, это смотрится неаккуратно. Во-вторых, каждый затек через несколько дней превратится в отслойку. В некоторых случаях клиент даже может отказаться оплачивать процедуру. На моем канале есть несколько подробных видео о затеках, как их убрать. Смотрите, чтобы их не допускать. Мы рассмотрели 10 ошибок при покрытии ногтей цветом. Ставьте лайк, если видео было полезным. Желаю всем успехов. Пока-пока!